Ирина Кудряшова. Зигзаг судьбы. Когда Антону задавали вопрос, почему он до сих пор не женат, мужчина только пожимал плечами. И действительно, вроде бы причин цепляться за свое холостое положение не было. Антон высокий, красивый, образование высшее, за плечами юридический факультет университета, сейчас трудится адвокатом, зарабатывает хорошо, водит машину, одет со вкусом, завидный жених, если на первый взгляд. Все перевешивала одна фраза: живет с мамой. Антон и Елена Петровна давно могли бы разменять просторную квартиру, да и в ипотеке молодому человеку вряд ли бы отказали. Но Елена Петровна считала, что их маленькая семья вполне самодостаточна и в душе отнюдь не желала пускать в семейное пространство постороннюю женщину. И когда ей задавали тот же вопрос, мол, когда сын-то женится, она лишь огорченно говорила, что Антоша слишком порядочный, девушку ему подстать сейчас не найти. Все меркантильные, себе на уме, и вообще сын уже упустил все сроки. Вот-вот разменяет 4-й десяток, и, видно, теперь придется матери о нем заботиться, пока жива. Окружающие недоумевали. Парень в расцвете сил, чего мамаша выдумывает? Но все, кто ближе знал Елену Петровну, были осведомлены о странностях ее характера. Такую зануду еще поискать. Она могла часами рассказывать о своих родственниках, ближних и дальних. Слушателям это было совершенно не нужно. В лучшем случае они терпели монологи из вежливости. Но Елена Петровна продолжала повествовать. Она в деталях рассказывала изнывающему собеседнику, о чем они говорили с дядей Гришей, когда она приезжала к нему 20 лет назад, и какие увлечения когда-то были у бабушки Глаши. А уж если хозяйка дома доставала фотоальбом, тут и вовсе беда. Можно было ожидать, что беседа затянется часов на 5-6, пока слушатель не взмолится. Ему надо бежать, срочные дела. Даже воздух в квартире, несмотря на высокие потолки и открытые форточки, казался каким-то душным, давящим, пыльным. Невольно напрашивался вопрос, неужели кто-то когда-то польстился на Елену и решил связать с ней свою жизнь? Вероятно, да, раз женщина числилась разведенной. Но зная всю подноготную дяди Гриши из Урюпинска, Антон практически ничего не знал о собственном отце. Елена раз и навсегда отказалась говорить на эту тему с сыном. Поджав губы, она сообщила, что воспоминания для нее слишком тяжелые, потому что муж подло бросил ее с маленьким ребенком. «А из-за чего, мам?» – допытывался Антон, которому было тогда лет 14. Есть мужчины серьезные, ответственные, понимающие, а есть вот такие мотыльки, которые не хотят себе ни в чем отказывать, даже если у них растет ребенок. В результате все тяготы пришлось нести мне одной. Бессонные ночи, твои болезни – все досталось мне. У меня хрупкое здоровье, но я из последних сил вынуждена была ходить на работу, чтобы прокормить нас обоих. От этого упыря я даже алиментов не видела. И я тебя прошу, закончим этот разговор, и чтобы больше никогда я не слышала ни слова об этом мерзавце. Антон подчинился. Он чувствовал вину перед матерью за все эти минувшие годы ее самоотречения. И как только вышел на работу, попросил, чтобы мама уволилась, сидела дома и отдыхала. «Какой отдых!» Елена возвела глаза к небу. «Дома так много хлопот!»
И правда, она всегда умудрялась находить себе дела. Например, закрутить несколько баночек салата на зиму. Для этого требовался особый сорт капусты. С ног собьешься, пока найдешь. А приготовить банки, а все нарезать, разложить, стерилизовать, наконец. Когда Антон возвращался домой, мать объявляла, что она полумертвая от усталости, и у нее давление зашкаливает. «Посиди рядом со мной, подержи меня за руку», – просила Елена Петровна, вытягиваясь на диване и страдальчески закрывая глаза. Когда-то Антон приводил домой девушек, молодых, смешливых девчонок из своего института. Ни с одной из них у него еще не было серьезных отношений. Они с Галей или с Наташей или с Катей только собирались сходить в кино, погулять в парке. Но ни одна из подружек не понравилась Елене Петровне. К каждому такому визиту Елена относилась со всей серьезностью. Обязательно варила по всем правилам кофе и не отпускала девушку, пока не окончит разговор, напоминавший скорее допрос. Елена Петровна сразу начинала выяснять, из какой гостья семьи, кто ее родители, насколько они обеспечены, как девушка представляет себе будущую семейную жизнь. Антон помнил, как черненькая симпатичная Зоя, когда они все-таки выбрались с ней из дома и шли в кино, поежилась и сказала: «Прости, Антошка, я к тебе больше заходить не буду. Это хуже, чем собеседование, когда устраиваешься на работу. Я так и ждала, что твоя мама в конце бросит мне высокомерно: «Спасибо, вы свободны, мы перезвоним». И теперь пуще всего Антон таил от матери то, что на самом деле женщина у него была. Он знал, что мамин строгий отбор Анна не прошла бы ни за что. Они познакомились случайно. Анюта оформляла развод, нужен был хороший юрист. Их познакомили. Женщина была на пару лет старше Антона, белокурая, с мягкими чертами лица, работала методистом в детском саду, а своих детей у нее пока не было. Елена Петровна нашла бы у Анны 1001 недостаток. И старая она, и с нежелательным опытом семейной жизни, и за плечами всего-то педучилище. Она тебе не пара, вам не о чем будет говорить, разъяснила бы мать снисходительно. И вообще, все с этой дамой понятно. Один раз обожглась и теперь захотела взять в мужья чистого неиспорченного мальчика. Таким, конечно, можно как угодно помыкать. Антон чувствовал себя словно в ловушке. Больше всего радости приносили ему те часы, которые он проводил у любимой. Даже еда, которую готовила Анна, тот же борщ, те же голубцы, казалась ему удивительно вкусной. Если разобраться, мать готовить не умела. Все у нее получалось пресное, как и она сама. Елена Петровна называла это диетической едой. В своих мечтах Антон видел, как они с любимой уезжают в какой-нибудь другой город, и там живут так, как им хочется, без оглядки на старшее поколение. Он заботится об Анне, а она... Достаточно, если он будет приходить с работы и видеть ее улыбку. Но в то же время Антон знал, что такого зигзага судьбы, единственный сын ушел из дома, мать точно не переживет, свалится с инфарктом или инсультом, и как ему тогда жить, зная, что он ее угробил? Поэтому единственное, что мог пока Антон, это говорить матери, что у него полным-полно работы. Он занят не только целыми днями, но и по вечерам. На самом деле он проводил эти вечера и выходные с Анной. Покаянно обещал любимой, что все изменится, он найдет выход. Анюта терпела такую жизнь уже несколько лет и лишь один раз не выдержала, грустно прошептала:
Мне кажется, что ты никогда не женишься на мне, потому что ты уже женат на своей матери. А потом была зима, морозный декабрь. Антон возвращался домой уже затемно. Пустынная дорога, лес. Здесь ходил автобус, но редко. Конечно, Антона, который ехал на своей машине, движение общественного транспорта не волновало. Но когда свет фар скользнул по облезлой металлической остановке, мужчина невольно нажал на тормоз. Он увидел, что прямо на снегу, скорчившись, сидит человек. Стало плохо, пьяный, замерзает, пронеслись мгновенно мысли. Антон вышел из машины, приблизился и понял, что перед ним бомж. Грязное тряпье, в котором буквально тонул этот исхудавший человек, не могло его никак согреть. Антон потряс мужчину за плечо. «Куда тебе, приятель? Я отвезу». И тут же заметил, что кисти рук у мужчины обморожены. «Все ясно, в больницу», — сказал Антон. «Меня туда не возьмут», — тихо возразил мужчина. «Пусть только попробуют». И действительно, в приемном покое травматологии попытались было отделаться от нежеланного пациента. «Ну ладно, перевяжем и пусть идет, у него же все равно ни паспорта, ни полиса», — говорил молоденький врач. «Вы нарушаете закон», — начал Антон, и лишь под влиянием юридических терминов медик сдался, махнув рукой, и велел оформлять обмороженного в отделение. «Я тебя завтра навещу», — пообещал Антон бомжу. «Посмотрю, как у тебя дела. Принесите ему хотя бы смену белья, тапочки, кружку», — буркнул врач. Садясь в машину, Антон подумал, что нужно освежителем побрызгать в салоне, что ли. Эта мысль пришла к нему лишь только из-за матери. Она попросит отвезти ее в магазин и, опускаясь на переднее сиденье, потянет носом. «Что у тебя за падалью воняет?» Антон потянулся посмотреть, не оставил ли бездомный пятен на обшивке. И вдруг увидел на полу светлый квадратик. Очевидно, мужчина выронил что-то. Это оказалась фотография, пожелтевшая, помятая. Но когда Антон поднял ее и рассмотрел, оторопел. Точно такой же снимок видел он когда-то в домашнем альбоме. Это была единственная память об отце. На фотографии маленький Антошка стоял между мамой и папой. Дородная Елена казалась старше своего худенького супруга, а Павел, так звали отца, положил руку на плечо сынишки. В тот вечер Антон невпопад отвечал на вопросы матери, а ночью не мог уснуть. Хорошо, что наступило воскресенье, ему не надо было на работу. Он позвонил Анне, что приедет к ней попозже, а сам сорвался в торговый центр. Набил покупками большой пакет, там были сменная одежда и тапочки, и апельсины, и конфеты, и еще всякая всячина. И поехал в больницу. Он боялся, что вдруг все-таки бомжа не оформили, а наскоро перевязав, прогнали на мороз. Но все оказалось в порядке. И в больничных списках, которые наскоро Антон пробежал глазами, он увидел свою фамилию. 8-я палата, Павел Гриднев. Отец, теперь Антон уже не сомневался, что это он, лежал на кровати у двери. Его помыли и переодели в какое-то ветхое застиранное белье. Антон хотел сказать, что он принес пижаму, надо бы сменить одежду, но вместо этого откашлялся, сел на стул возле постели и глухо сказал: «Дело в том, что я Антон Гриднев». В глазах мужчины заблестели слезы. Он потянулся к сыну забинтованными руками, потом уронил руки и заплакал, никого не стыдясь. Долго в тот день Антон не покидал больницу.
Он увел отца в холл, туда, где в укромном уголке за пальмой стоял топчан. Там можно было сидеть и говорить, и никто не мешал. «Работал я на севере», — рассказывал отец. «Деньги были, купил квартиру. Вы, наверное, и сейчас в ней живете. А когда встретил Лену, пожалел ее. Такая одинокая, 30 лет, а у нее даже подружек нету. Совсем одна. Думал, просто все из-за того, что она такая серьезная, не до глупостей ей. Решил, буду летать вахтой, она меня ждать станет. Поженились. Ну, характер у Лены сам знаешь. 2 раза всего выпил при ней. 1 раз алкашом меня обозвала, сказала, что с пьяницей жить не будет. Да я ведь эту водку никогда, слышишь, никогда не запоев ничего у меня. А 2 раз, это уже тебе 3 годика было. Замерзли мы с ребятами очень, пока из аэропорта добирались. Только прилетели из Сургута. Ну, тяпнули, чтоб согреться. Я 1/4 стакана всего. Думал, приеду домой, сразу спать лягу. А утром Лена не заметит ничего. Так нет же, она такой скандал устроила. У меня рюкзак обледеневший. Она его ногой с лестницы пихает и мне кричит, чтобы никогда больше не приходил, не появлялся в ее жизни. И тогда я пошел в какую-то забегаловку из тех, которые работают допоздна. И там уже, да, напился. А потом, помню, били меня на улице на снегу. Отморозки какие-то. Паспорт, деньги, все забрали. И, видно, по позвоночнику ударили крепко. Я потом долго на ногах стоять толком не мог. «Так что же ты в полицию не пошел? Или тогда еще милиция была?» Начал Антон. «Сказал бы, где живешь, кто жена?» «Так это по ее же наводке», тихо сказал отец. «Это она сунула деньги каким-то гопникам. Припугните, мол, бывшего мужа так, чтобы он меня больше не беспокоил». Ну и жил я с тех пор в подвалах с такими же, как я, бедолагами. Помогали друг другу, если могли. Подкармливали, шмотками делились. Документы я восстановить так и не смог. Из всех контор меня гнали. Домой Антон вернулся поздно и сразу начал собирать вещи. «Что случилось?» – воскликнула Елена Петровна. «Ухожу», – с напускным спокойствием объяснил Антон. «С тобой я больше жить не буду, а для начала напьюсь. И что ты сделаешь? Бандитов наймешь, чтобы избили меня, и нехороший сын тебя больше не беспокоил?» И, не глядя на онемевшую мать, он прошел мимо нее с сумкой и хлопнул дверью. Когда отца выписали из больницы, Антон сначала привез его к Анне, но он уже оформлял ипотеку и очень скоро купил дом за городом. Большой светлый дом, где было в волю место и ему с женой, и отцу. Дом, где скоро зазвенят детские голоса, как смущенно сказала ему Анна. Лишь через несколько месяцев Антон окольными путями узнал, как мать. Видеть ее он по-прежнему не хотел. Общие знакомые рассказали, что Елена Петровна живет, как и раньше, ходит с сумочкой в магазин, жалуется на судьбу. Инфаркта у нее так и не случилось. Зато соседкам на лавочке она каждый день рассказывает о подлеце муже и неблагодарном сыне. Правда, слушать ее все уже устали.